Что может быть лучше, чем в последнем году, чтобы он был год. Поводом для посещения Воркуты именно зимой стали три вещи. Первое. Проезжая тут летом от Лабытнанги до Инты, я так и не заехал в Воркуту, хотя хочу сюда с 2019 года. И надо было таки наконец-то закрывать этот вопрос. Второе – это увидеть северное сияние, ибо сколько раз бывав на севере, сияния я так и не видел, если, конечно, не считать железнодорожную станцию в Харпе. И третье – это поснимать в новом и интересном месте недостающие вставочки для видоса с моментами 2022 года, а также сопутствующая ачивка – встретить Новый год в необычном для себя месте. Воркита, блядь, что? У меня прям в этом году какой-то челлендж, блядь. Собери все ебеня по 2 раза. 2 раза Казахстан, 2 раза Новый Уренгой. Вот теперь еще и 2 раза космос. Долгие 2 суток в ПДСе с Саней, Ромом Окхарт и куча скачанных видосов и фильмов, а также однообразная, освежающая действительность за окном перенесли нас за полярный круг. В первый день прибытия мы, естественно, сняли посуточное жилье. Как ни странно, самое дешевое за все время моих поездок, а тем более в новогодние праздники. Всего по 900 рублей в сутки. Я ожидал подвоха от такой цены. Но квартира оказалась вполне ок и очень даже жаркой, что частенько приходилось даже открывать окна. На 67-й параллели делать, наверное, не самое очевидное действие. Первые экспедиции на Полярный Урал проводились еще в 18 веке, но не в район Воркуты, а в целом по Ямалу и прилегающим местам к Полярному Уралу. В том числе в районе городов Мангазея, Абдуарск, Березов. Экспедиций было много, с разными целями и разными результатами. К теме Воркуты они относятся косвенно. А вот история воркутинских мест берет свое начало с геолога Чернова-старшего. Он, посмотрев на тундру как коммунист на уголь, в 1921-1930 годах отправляет сюда 2 экспедиции. Сначала едет сам, а потом отправляет сына, вчерашнего студента, который открывает здесь 5 рабочих пластов какого-то сверхкачественного мужицкого каменного угля. Отбиваясь лопатой от мошки и местами перенося на себе лодки с помощью местных пиздюков, хорошо знавших чё почем, летом 30-го года малочисленная экспедиция проходит 70 километров и обнаруживает, что угля тут хватит на 9000 товарников и еще останется на печку для баньки. Поэтому решили копать! В Москве прикинули хуй к носу, и по 4-буквенному указу Сталина сюда отправляются проводить досуг заключенные, строить себе лагерь, уютненькую шахту, поселок, город и, как говорится, заверте. Теперь, короче, главный прикол Воркуты. Вот время сейчас 13:13, ну то бишь час дня. Жизнь в городе только начинается. Что самое прикольное, блядь, по всему городу белый снег. Нет вот этого солей, как в Питере, или там коричневых этих полос на дорогах. Можно закидываться белым. Ну и, скорее всего, вы себе Воркуту, тем более новогоднюю, не представляете так. Вопреки многим стереотипам, что Воркута — это тлен и заброшенность, я бы сказал, наверное, так, что тут очень контрастно, красота соседствует с уродством. Да, вы тут вполне можете идти по улице, и между светящихся красивых зданий будет выглядывать заброс с выбитыми окнами и сугробами внутри. Но давайте будем честными, где такого нет? В Питере достаточно с Невского свернуть, и можно увидеть картину похлеще, а про район Нарвской так вообще молчу. Здесь же, при учитывании, что город покинуло около трети жителей и за счет переселения с окружающих поселков, все выглядит более ухоженным, чем я того ожидал. Одно из первых важных наблюдений. В Воркуте живут профессионалы по уборке снега, потому что здесь в плане зимы идеально. То есть и ходить, и ездить заебись. Кстати, не знаю даже из-за чего, но в самом городе встречал обращение к местным и воркутинцы, как я думаю, мы все и привыкли, так и воркутяне, как я думаю, звучит более благоприятно уху и в то же время необычно. Город даже сейчас вообще не выглядит как находящийся в коме, в отличие от других, даже более мелких городов, в которых есть хоть какая-то доля национальной принадлежности или туристической направленности. Воркута же, как была, так, к сожалению, и остается исключительно рабочим городом.
Хотя мне кажется, туристический поток сюда более обширный, нежели чем в ту же Инту или Печору. Как минимум, можно было бы попробовать развивать тут промышленный и индустриальный туризм. Зашли тут в дом с надписью «Покорителям Севера», а лифты тут уже устали. Поэтому немножко ходьбы по лестницам. Ну и, собственно, вот единственная крыша в Воркуте, на которую нам удалось забраться, потому что там, блять, все запилено черепахами. И вот такой вот отсюда видок. Это уже закат, на часах час или полвторого, где-то так. И вот такой вот вид, собственно. Город небольшой. И видок, собственно, тоже скромный. Знать бы, как тут свежо наверху. Обязательной галочкой посещения города, конечно же, было залезть на крышу и посмотреть на город с высоты. К сожалению, на дом с надписью «Покорителям Заполярья» залезть не получилось, но мы посмотрели на него со стороны и, изрядно промерзшие, отправились домой согреваться. Также и обязательным для всех приехавших является поселок Рудник, с которого город и начался. Именно тут в конце 30-х годов появились первые поселенцы и стали строиться дома. Я остаюсь! Я буду здесь жить! А дабы мой рассказ не был однобоким, текст про этот поселок, как и про первые экспедиции, помогала написать Саша, с которой мы тут и гуляли, за что ей большое спасибо, сынба. Полностью заброшенный поселок, с которого в 1932 году при закладке шахты началась история города, опустел, как и обычно, после развала Союза. Шахты закрылись, люди ушли. Основная часть населения же жила на противоположном берегу, где и находятся дома, которые являются сегодняшней Воркутой. Рудник же, да, с ударением на «у». Не спрашивайте почему, сам не знаю, местный говор, видимо, либо для различия от рудников промышленных, чтобы понятнее было. Так вот, поселок этот стоит обособленно от основной части Воркуты и соединяется лишь вот таким прекрасным пешеходным хайвеем, где можно проводить спецолимпиады по проверке на трезвость. А может быть лучше, чем идти по разъебанному мосту, скользкого бы делать это трезво. До последнего там жили лишь геологи, но и те были расселены. Сейчас ни одного работающего или сохранившегося жилого здания там нет, а встретили мы лишь одинокого лыжника, гоняющего по улице. Зимой тут хоть и очень своеобразно, ходить по сугробам тяжеловато и постоянно проваливаешься на разную глубину. Возможно, летом тут даже интереснее и атмосфернее, но проверять я это, конечно же, не буду. Бля, как будто на съемочной площадке какого-то клипа, блять, как готического какого-нибудь. Вот согласитесь, зимнюю новогоднюю Воркуту вы представляете себе примерно вот так. Скажи, красавица, чего не нравится? Вы могли подумать, что я вставил эту песню, например, из-за того, что авторы исполняли ее про Воркуту. Но нет, просто один из парней родом отсюда. На этом, в общем-то, и все. Поехали дальше. Проект железной дороги на север был задуман еще когда геологами только были обнаружены крупные залежи высококачественного угля. Для вывоза топлива и доставки любых других грузов кораблями было доступно только очень короткое лето, так как море попросту замерзает. Первое время пытались вывозить уголь именно морским транспортом, но сразу же убедились в его неэффективности. Доставка по Белому и Баренцеву морю через порт Архангельска, занимавшая целых 2 года. Исходя из этого опыта, стало ясно, что железная дорога тут была просто необходима. Строительство поручили Севжелдорлагу приказом НКВД от 10 мая 1937 года. Однако строительство уже почти год как велось. В приказе на все отводилось 7 лет со сроком сдачи всей линии в сентябре 45-го. Северно-Печорская железная дорога возводилась в условиях бесконечного болота летом и бескрайней ледяной пустыни зимой. Дорогу вводили в эксплуатацию, естественно, не всю разом, а участками, постепенно. Но такими стремительными темпами, что даже сейчас с наличием строительной техники поражает. Уже 1 ноября 1939 года было открыто рабочее движение на участке Шижам-Айкино, а менее чем через неделю был открыт также в рабочем режиме участок Княж-Погост-Ухта. Через год, в канун Великой Октябрьской революции, 7 ноября 1940 года прошел первый поезд из Ухты в Котлас, откуда дорогу строить и начали. Под конец года дорога уже дотянулась до поселка Кожва, что на реке Печора, в котором прошел даже митинг по случаю пришествия первого поезда из Котласа. В том же году на противоположном берегу реки был основан и город Печора, строительством которого занимались узники Печорского исправительно-трудового лагеря. Дорога в Котлас тогда, как мы видим, была только со стороны Перми,
построенная еще при царе, что замедляло транспортировку и не отвечало современным требованиям. Оттого нужны были новые линии подключения к сети железных дорог европейской части Советского Союза. Линию из Котласа в Коношу, где уже проходила дорога из Архангельска в Вологду, поручили строить отдельно созданному Севдвинлагу. 367 километров пути было построено за менее чем 2 года, а уже начавшаяся Великая Отечественная война внесла свои коррективы даже в такие далекие места от активных боевых действий, как Воркута и Полярный Урал. Страна остро нуждалась в топливе, а уголь тогда добывался на Донбассе, который уже был оккупирован войсками Третьего Рейха. Московский бассейн даже без войны не мог покрыть всех потребностей, а с Кузбасса возить было далеко и затратно, плюс загруженность Транссиба не могла пропускать достаточное количество поездов, которым еще так нужны локомотивы. В такой ситуации получилось, что доставлять уголь из Воркуты и Печорского бассейна эффективнее всего, потому участок Кожва-Воркута было поручено строить в форсированном темпе не к сентябрю 45-го, а к весне 42-го, причем не рабочее движение, а полноценный ввод в эксплуатацию, для чего было направлено еще 4000 заключенных и техника. Дорога в условиях военных проигрышей строилась по упрощенной схеме, затраты и усилия сводились к минимуму, уклоны и повороты делали критически допустимыми, выемки и земляное полотно минимальными, где возможно было заменить металл на древесину, меняли. Проблем с древесиной в Коме не было. Помимо угля и нефти, там и сейчас вполне процветает лесная промышленность. Первый эшелон с углем из Воркуты был отправлен 28 декабря 1941 года. Эшелон, конечно, громко сказано. Паровоз «Овечка» тянул несколько вагонов со скоростью 5 км в час. Только в феврале уже 1942 года поезд прошел станцию Ухта. Такое невероятно большое время, затраченное на дорогу, обуславливается постоянными задержками из-за снежных заносов и тем, что насыпь была очень ненадежной. Просадки и расхождение пути было обычным делом. Одним из первых потребителей угля был блокадный Ленинград, куда уголь отправлялся по дороге жизни. В благодарность за это Ленинград подарил Воркуте памятники. Тем не менее, дорога в 1600 километров, если считать от Коноши до Воркуты, была проложена всего за 2,5 года, что в условиях тайги, многочисленных рек, бесконечного болота и заполярного климата является действительным подвигом. После войны дорогу требовалось модернизировать. В 1946-м ее переименовали в просто Печорскую, в 1958-м от станции Микунь началось строительство дороги в столицу республики, Сыктывкар. В 1959-м дорога была передана в ведение Северной железной дороги, где и остается до сих пор. Строительство железных дорог на севере оживило и сам район. Так сформировались 3 промышленных района: Воркутинский, угольный, Ухтинский, нефтеперерабатывающий, и Сыктывкарский, лесоперерабатывающий. В Воркуте с благоустройством тоже все в порядке. Я перевернутая жопа в Воркуту. Как бы это странно не звучало. Что может быть прекраснее, чем отведать охладительной окрошки 28 декабря? На следующий день мы еще взяли машину на прокат, дабы кататься по Воркутинскому кольцу в заброшенные поселки, но и с расчетом, чтобы ночью глазеть на сияние не в черте города. Воркутинское кольцо, назовем его черным, это единственная автодорога тут, соединяющая все населенные и не очень пункты, собственно, с самой Воркутой. Была построена практически параллельно с железной дорогой, но намного позже. Сейчас уже, наверное, правильнее называть Воркутинской восьмеркой, так как дорога вокруг Воркуты, проходящая южнее, преобразует кольцо в восьмерку. По кольцу этому, по идее, ездят автобусы в качестве общественного транспорта, но, как показывает практика местных, проще поймать попутку, собственно, чем местные и помогают в этом вопросе. Ну и мы пару раз подвозили местных. Ну и, собственно, чух-чух, и мы на колесах. Что бы это ни означало, с горем пополам взяли хоть что-то тут в аренду в прокат, а то, блядь, спрос почему-то на этот Новый год увеличен в Воркуте. Будем кататься, блядь, на Логане. Да пошли вы. Остаток вечера мы убили, просто катаясь по городу и осматривая его в целом. Заглянули на вокзал, дабы магнитов притарить, а также посмотрели на местный аэропорт, который, к сожалению, закрылся за несколько минут до нашего приезда. Как вам такое, петушественники? Не успел выйти с аэропорта, все, сиди до 7 утра, блядь. А внутренний зал больше похож на Почту России. Это очередное утро, мороз и солнце
солнце. День чудесный. С Воркутой, ну все понятно. Посмотрим теперь, что в округе у нас находится. Воркута-Уголь – предприятие, пожалуй, благодаря которому город продолжает жить и по сей день. Это крупнейшее предприятие России по добыче угля и является дочкой Северстали и главным поставщиком топлива для них же, но и немного для Новолипецкого металлургического и Московского коксогазового завода. Из 60 тысяч человек, проживающих сейчас в Воркуте, на предприятии трудится не менее 7 тысяч жителей. А еще обычно тут зимой посыпают дороги углем вместо песка, но как мы видим сейчас, дороги абсолютно белые. Ну, а вот так вот выглядит полностью оправдывающий свое название поселок Северный. Как видите, тут действительно достаточно северно, блядь. Почему тротуары не почищены? Почти как в Питере. Там рух сейчас произошел, когда выходишь из подъезда, просто белый плен, где ничего нет. И просто мент до угла. А что вы тут делаете? Что фотографируете, блядь? Просто, блядь, последнее, что ожидаешь тут увидеть. Тут просто военная часть рядом, поэтому я не думал, просто тут, кстати, может выйти и сказать, хули вы тут фоткаете, учитывая, что мы вообще по жилому дому ходим. На самом деле, на базе нет ничего секретного. Располагается там радиопеленгаторный узел системы КРУК. Если вкратце, система эта служит для радиоразведки, для определения и отслеживания любой информации, касающейся самолетов с ядерным оружием на борту. Строилась в начале 50-х и по итогу наковыряли 12 комплексов с 8 отдельными радиопеленгаторными узлами, находящихся у границ СССР со всех сторон. Один из таких расположился и тут, в Цементнозаводском. И, как мы поняли, вояки там еще сидят. Ну, короче, вот какая-то такая безнадега. И замерзшесть в Северном. Кого-нибудь дальше поглядим. Именно вот так жители Воркуты и перемещаются. Медленно, не спеша. Проехав по Цементнозаводскому мимо старой и новой в кавычках школ, а также культурно-спортивного комплекса, мы отправились в сам Северный, к Дому культуры. И на наше удивление, он живет полной жизнью, в отличном состоянии. Удивление на контрасте это вызывает неимоверное. А чтобы его почувствовали и вы, посмотрите, что мы видели за полчаса до этого. На этой волне контрастов, при уже активно наступающей темноте, мы решили таки просто для галочки проехать оставшееся кольцо. А чтобы совсем не стало грустненько, вот вам эффективные мотивации и дзена. Попробуйте сесть или лечь удобно в спокойной обстановке. Позвольте себе прочувствовать это мгновение. Закройте глаза и установите связь с внутренним миром мыслей и чувств. Постепенно постарайтесь забыть про херню из внешнего мира. Осознайте, что все это сраная поебень. Что может быть лучше, чем вот сделать подсъемочки к видосу момента 2022 и просто встрять в этом заброшенном Комсомольском, потому что тачка просто не заводится. Машина издает вот такие вот странные сигналы и звуки. Либо стартер, либо хуйня, просто вот типа ключ проворачиваешь, а она... Не алло. А, блядь, на улице нихуя не тепло. Минут 40 мы там ебланили в Комсомольском, пытаясь завестись, хоть как-нибудь отогреться. Машины, короче, по нолям, нихуя. Поймали местных двух алкашей, с ними потолкали, тоже ноль. Словили там мужика на машине проезжающего. Задним ходом пытались завестись, с третьей передачи тоже нихуя. Короче, он нас привез обратно в Воркуту. А Логан превратится, скорее всего, уже в нечто подобное. Тут все автодрочеры наверняка воскликнут, что мы долбоебы, заморозили аккум. Но все немного сложнее. Все эти дни машина спокойно заводилась, даже простояв всю ночь на морозе. И все было ок.
Тут же мы остановились минуты на 3. Я снял пару кадров и все. Сели обратно в машину, и вот она не заводится. Постфактум уже в конторе выяснилось, что аккумулятор сам по себе уже дохлый. И его нам попросту поменяли и отправили кататься дальше. А еще был кек с эвакуатором. Водитель, который нас вытаскивал из Комсомольского, год назад вытаскивал и наших ребят, которые застряли у одной из шахт, и делился, так сказать, своими впечатлениями от общения с ними. Особенно Коробкой и Геной Инферниусом. По-моему, им не понравились. А мы, изрядно отмерзшие, найдя на карте заведение «Мамкина хата», решили зайти попробовать и не прогадали. Пузата хата по-воркутински. Короче, заведение «Мамина хата» прям хорошо, горячо рекомендуется, особенно после холодных покатушек по комсомольским всяким сугробам, блять. Ласково просим в Воркуту «Мамину хату», как бы это ни звучало, но флэшбэкнуться в Пузату хату очень даже возможно, и вполне даже, кстати, сытно, нажористо. Воркута — это когда ты от нехуй делать заходишь в местный музей, слушаешь от местного дядечки-экскурсовода историю, как тут это все появлялось, развивалось и все такое, а потом выясняешь, что ты нечаянно продлил работу музея на полчаса. В музей, к сожалению, мы пришли за час до закрытия, и пока то да сё, пока знакомились и здоровались, на экскурсию времени оставалось совсем мало, и милый дядечка-экскурсовод успел в очень подробных подробностях рассказать нам историю Воркуты, правда только до момента начала Великой Отечественной, так как мы и так уже задерживали закрытие музея. Хоть он нам и предлагал продолжить завтра или в любой другой день, нам уже надо было уезжать, так что музею большое спасибо. Было очень интересно. Кстати, впервые был в музее, который расположен прямо в жилой панельке. После музея мы сгоняли в магаз за провизией. Вот этого летом, пожалуй, не хватало. Погнездовали на хате и ночью снова предпринимали попытки словить сияние. Но, как я думаю, вы уже догадались, у нас снова ничего не получилось. В 11 километрах восточнее Воркуты находится военный аэродром с одной из самых длинных ВПП в российской Арктике – 3500 метров, построенный еще в 50-х годах как запасная для стратегических бомбардировщиков Ту-95 для создания ядерного паритета между США и СССР. А район базирования был выбран попросту из-за того, что лететь через Северный полюс ближе, чем через Камчатку или Европу. В 80-х годах аэродром был модернизирован под одно из резервных мест для приземления космического корабля «Буран». Но, как мы все уже знаем, «Буран» слетал всего один раз и приземлился на Байконуре. По дороге на аэродром можно увидеть большое скопление строительной техники. Это площадка с техникой, которая строила нитку газопровода из Баваненкова, проходящая аккурат за территорией аэродрома. А стоит она тут никому не нужная, попросту из-за того, что вывозить дорого, да и видимо никому не интересно. Газопровод этот был введен в эксплуатацию в 2012 году и примыкает к экспортной магистрали в Ухте, к нитке газопровода Ямал-Европа, который по сути дублирует еще советский газопровод Уренгой-Ужгород, но идущий в обход Украины. Баваненковское газовое месторождение – это то самое месторождение природного газа, которое питает газопроводы северных потоков, ныне отключенных, и то самое, для которого строилась самая северная железная дорога в мире, о которой я упоминал в видео про 501-ю стройку и трансполярную магистраль. Еще пока совсем от холода не охуели, немного поглядим еще в Аргашор, последний из заброшенных поселков Воркутинского кольца у нас. Местный дом культуры в Аргашоре разъебан от слова совсем. Прям даже сквозняки такие, что аж до костей пробирает. Но зато остались вот такие вот рисуночки всякие разные. О
Нет, смотрите, мы нашли дачу Сталина. Поселок с таким экзотичным названием, как Варгашор, получивший его в 1956 году, а до этого существовавший как лагерный пункт номер 19, был возведен, как и все поселки тут, благодаря здесь же построенной шахте. Дом культуры тут возник в 1965 году, но не сохранился в наши дни, как, например, в Воркуте или в Северном. В 2018 году ДК был закрыт, и, как видите, за менее чем 5 лет был полностью разграблен и опустошен. Еще в поселке был свой ликероводочный завод, но, как и ДК, даже такой, казалось бы, вечный бизнес не выдержал оптимизаций и преобразований и загнулся. Далее, покатавшись по Варгашору и ближайшим закоулкам, заехав даже на работающую тут заправку, как обычно встретив темноту, мы вернулись в Воркуту отогреваться и постоянно чекали сайты с прогнозами северного сияния. Отче наш, лежите на небесе, да светится имя Твое, да придет царствие Твое. Проехав полностью Воркутинское кольцо, мы не посетили только два места. Это поселок Советский, недалеко от аэродрома, про который я говорил ранее. Он свежезаброшенный, с января 2021 года, но даже не помню, по какой причине мы туда так и не заехали. А также самый северный населенный пункт, точнее бывший населенным, поселок Хальмир-Ю, который я очень хотел посетить, но это, скажем так, тяжело осуществимо, ибо дороги туда нет и соединялся он только железкой, как и вся Воркута в отношении страны. Сейчас он считается полигоном. В один прекрасный день 1993 года правительство приняло решение о ликвидации шахты, а уже в 1995-м с помощью ОМОНа были выселены все жители. И вот летом 2005 года наш главнокомандующий хуярил ракетами с бомбардировщика Ту-160 по Дому культуры. Да, звучит странно, но сейчас уже даже неудивительно. Мимолетным свежим ветром мы еще пронеслись по Заполярному. Сгоняли до станции Мульда, мимо Печорской центральной обогатительной фабрики, которая является заключительным звеном в цепочке большинства оставшихся здесь шахт. Занимаются там обогащением угля, выпуском угольного концентрата, и отсюда уже отправляют продукцию в Череповец на Северсталь, которая является главным потребителем воркутинского угля. Составы заполняют здесь же, а отправляют со станции чуть южнее, куда мы и направляемся. Но так как ничего для себя интересного в таких сугробах мы не обнаружили, держите просто видов поселка Заполярный. Собственно, вот так выглядит Воркута в 0:05 минут 1 января. Так что в Воркуте я был 2 раза в разных, ну точнее 1 раз, но в разных годах. Вот, как говорится, 1 раз не пидорас, но если на 2 года, то можно. Буквально прошло минут 15 после полуночи, и Воркута ожила. Еще, наверное, никогда, блядь, за весь год Воркута в полночь не была настолько насыщенной, как сейчас. И все. Не знаю, какое надо словить настроение, чтобы вот по охуенно вычищенному тротуару сюда вот так зайти, сесть на эту, блядь, обледеневшую лавочку перед вот таким сугробом и смотреть на такой вид. То, что почищено, это, конечно, красавцы. И, видимо, блядь, их доебали настолько, что они решили чистить, чтобы вообще не доебаться было. Но, блядь. Да, я понимаю, движ. Деды Морозы, нахуй, везут продукты в мамкину хату, по-любому. Общее впечатление от Воркуты у меня осталось скорее положительное. Я был больше приятно удивлен, чем расстроен. Единственное, что меня печалило и от чего до сих пор горит чуть ниже поясницы, это что мы так и не смогли увидеть северное сияние. Хотя в новогодний вечер, когда мы немного вздремнули перед стримом и праздником, нам даже звонил хозяин квартиры, чтобы сообщить, что на улице сияние видно. Но так как мы уже гнили, то на звонок не ответили. Воркуту к посещению могу вполне рекомендовать, особенно любителям северных пейзажей. А вот летом или зимой, тут, я думаю, выбирать уже будет каждый для себя. Быть замороженным, аки Николсон, или съеденным, аки Кейдж. Ну, такая вот вышла поездочка.
Спасибо, Таня, за компанию, а вам за просмотр. Увидимся.